Всем привет, дорогие подписчики, а также новые зрители моего YouTube канала. Сегодня поговорим про дивиденды, что это такое и как их получить. Итак, дивиденды – это часть прибыли компании, которую они распределяют между акционерами, между теми людьми, у которых есть акции данной компании. То есть, покупая акции, вы становитесь собственником предприятия. Вместе с акцией вы приобретаете и право на часть прибыли компании. Например, вы инвестируете свои деньги в компанию Ford. На ваши деньги компания развивается и производит новые автомобили. Компания получает прибыль и делится с вами своей прибылью, так как вы являетесь владельцем акций этой компании. Но прежде чем покупать акции ради дивидендных выплат, стоит удостовериться, что компания прибыльная и есть из чего платить. Также у каждой компании есть своя дивидендная политика, и она может меняться. Размеры дивидендов рекомендует совет директоров компании, а утверждает общее собрание акционеров. Сколько раз в год выплачивать дивиденды, решает сама компания. Они могут выплачиваться раз в год, 2 раза в год или раз в квартал, то есть 4 раза в год. Но если совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды, то акционеры здесь бессильны. Также дивиденды облагаются налогом. С выплаченных дивидендов вам придется заплатить налог 13%. Их автоматически берет брокер. Чтобы вам получить дивиденды, вам нужно купить акции той компании, которая выплачивает дивиденды. Нужно понимать, что дивиденды выплачиваются не по всем акциям и не всегда. И размер дивидендов у каждой компании всегда будет разный. Чтобы компания выплатила вам дивиденды, нужно, чтобы она получила чистую прибыль. А вот после получения чистой прибыли компания решает, выплачивать вам дивиденды или направить их на развитие своего бизнеса. Когда решение принято, компания указывает, какую именно сумму она заплатит за одну акцию и дату закрытия реестра. Реестр – это список, где находятся акционеры данной компании. День закрытия реестра – это тот день, когда компания смотрит в этот список, чтобы понять, кому выплатить дивиденды. Он нужен для того, что на бирже постоянно кто-то покупает и продает бумаги. И чтобы точно знать, кому выплатить дивиденды за данный период, и нужен этот реестр. Чтобы получить дивиденды от данной компании, вам нужно держать акции в день закрытия реестра. Вы даже можете держать акции один день. Купить их до даты закрытия реестра, то есть за один день. Потому что акции на бирже проходят в режиме T+1. Это означает, что запись в реестр попадет через один рабочий день. Дивиденды по российским акциям приходят в течение 10 дней. Но могут быть и задержки, могут прийти в течение 25 дней. По иностранным акциям от 15 дней до месяца. Такой разброс связан с тем, что в иностранные акции инвестирует больше людей, чем в российские акции. И такой процесс занимает больше времени. Но также стоит понимать, что могут быть и негативные факторы, по которым компания откажется выплачивать вам дивиденды. Например, такие периоды, как компания не заработала за данный период, а только понесла убытки, компания признана банкротом или выплата дивидендов приведет компанию к банкротству. И также скажу, если сейчас кто-то подумал, что купит акции, получит дивиденды и тут же их продаст, то тут так не работает. Существует такая вещь, как дивидендный гэп. Это означает, что как только компания выплатила дивиденды со своей чистой прибылью, чистая прибыль у компании падает, и поэтому акции упадут. То есть капитал у компании снизился. Если же вы после получения этих дивидендов захотите продать акцию, нужно подождать какое-то время, чтобы акции этой компании пошли в рост. Какое-то время неизвестно. Я же после получения этих дивидендов просто реинвестирую эти деньги обратно в компанию. И тем самым жду еще подъема этих акций. И также, чтобы получить больше дивидендов за следующий период. Итак, ребята, всем до свидания, всем пока. Подписываемся на мой YouTube канал, ставим колокольчик, на мой Telegram канал также подписываемся. Всем удачи, всем пока!